Друзья, рада всех приветствовать на заседании нашего светского клуба. Сегодня в программе, сразу после анонса, я представлю вашему вниманию прогресс моей вышивки. Это две большие картины «Блудный сын» Лосева Николая Дмитриевича и «Базарный день» Теодора Жирара. Кстати, технические характеристики этих работ указаны в описании под видео. Затем мы вновь отправимся в путешествие по Древнему Египту, где нас ждут знаменитые загадки глубокой древности. И компанию на полчасика нам составит, наверное, самый знаменитый юноша-фараон Тутанхамон. Ведь вряд ли найдется человек, который не слышал бы его имени. Человечество любит тайны, особенно если эти тайны освящены большим количеством жертв. Так было и в 1922 году, когда мир ахнул. Найдена неразграбленная гробница египетского фараона. Она была заполнена драгоценностями. Находки в гробнице вообще поражали воображение. Саркофаг, маски-портреты царя, похороненного в гробнице, мумия, наконец. Но еще больше волновало обывателей то, что последовало за этим открытием. Смерти. Потревоженный фараон расправляется с посягнувшими на его покой. В течение нескольких лет скончались 17 из 19 присутствовавших при вскрытии гробницы. Теперь над всеми нависло проклятие фараонов. Это и многое другое касательно личности фараона ждет нас во второй части видео. А сейчас вышивка. Начну я с основного процесса возвращения блудного сына. Картина написана по мотивам одноименной притчи Иисуса Христа. А дело было так. 15 августа, четверг, и у нас начинается новый отчетный период. Да, немного на день раньше, потому что видео тоже пришлось снимать на день раньше. И на выделенной области вышито уже 200 крестиков. Продолжаем вышивать. Добавилось на участке еще 347 крестиков. Ну, конечно, глобально они пока еще ничего не решили. Но будем продвигаться дальше. 17 августа. И сейчас мы посмотрим, сколько символов на этом участке еще предстоит вышить. Так, раз, два, три, четыре, 8 символов еще предстоит. 57 крестиков одного символа, 59, 62, 67, 88, 100, 107 и самый грандиозный 156. Вот такие участки. Не скучные. 18 августа 775 крестиков и вуаля, эпизод готов. И вновь нам слышится легкий ветерок в листве. Ну что ж, будем передвигаться сейчас вправо. Конечный участок в этом ряду будет состоять из 2000 крестиков. Ну и, конечно, частично он уже заполнен. Ну, сейчас давайте посмотрим, что я буду вышивать. Так, этот участок будет довольно просто вышиваться. Здесь в основном теневая часть и 2 листочка дубовых. Вот с них мы, пожалуй, и начнем. И вновь нас встретят единички, аж 2, затем 1 двоечка, ну, трешечек, конечно, здесь чуть побольше, немного четверочек, пятерочек, и вот за семерочками идут девятки, десятки. И сейчас посмотрим самый масштабный крестиковый символ. Так, и он будет состоять из 344 стежков. И перед этим довольно
громоздкий символ по крестикам, он будет состоять из 287 крестиков. Ну, как я и предполагала в начале, участок будет этот легкий, по идее, должен быстро вышиться. 21 августа. И на сегодня работа выглядит вот таким вот образом. Да, друзья, осталось вышить нам всего 2 цвета. Один состоит из 286 крестиков и финальный из 344. Вот так, все остальное уже пройдено. И вот так это выглядит на схеме. Закончили вышивку данного участка. Вот такой прохладный, тенистый он у нас получился. Да, друзья, после перемотки работа выглядит вот такой дубовой, тенистой, прохладной, шелестящей. Вот что предстоит вышивать. Окошко мы немного захватим, подоконник, я так понимаю, и сам дом, плиты, из которых он состоит. А теперь давайте с вами посмотрим, какая же сложность будет у этого участка. Так, 3 единички, двушечки, трешки уже побежали, четырешки, пятюшки, шестюшки. Так, все как обычно пока идет. Ну, конечно, участок дома, как вы видели, многоцветен. И, ну, хотя вот самое крупное цветовое пятно, которое нас ждет, будет состоять из 371 крестика. Ну, и вот такое количество будет предшествовать. Итак, друзья, в общей сложности за сегодня, учитывая окончание дубового фрагмента и начало фрагмента с изображением стены и подоконника, вышито 1000 крестиков. Так, ну на этом буду, наверное, заканчивать вышивку. Хотела еще вышить один символ, но оставлю его уже на следующий день. И сейчас вы поймете, почему. Вот такое расположение имеет этот символ, состоящий из 13 крестиков. То есть, друзья, практически все единички. Нет, ну некоторые можно, конечно, двойные, так сказать, связать между собой. Ну, в основном единички. Но я уже, друзья, подустала, поэтому отложу на следующий день. Встречаются, конечно, и такие островочки для отдыха. Вышила. И результат за сегодня 1044 крестика. Вот так и выглядит часть стены дома, подоконник, оконный проем и тень, падающая на дом. Вот такая причудливая, замысловатая. И, как видите, друзья, я переместилась вправо, разметила очередной участок на 2500 крестиков. На этом участке, друзья, мы продолжим вышивать стену дома и ствол нашего дуба. А субботний вечер 24 августа принес нам 630 крестиков. Вот такие они красивые, все перед вами. Хорошо обозначился уже дуб, его ствол. Ну и продолжает потихонечку проявляться стена дома. 26 августа добавилось 862 крестика. Вот так они выглядят. А 27 августа сформировались и стена, и дуб. Вернее, часть ствола дуба. Вот такая красота, друзья, перед вами.
Осталась вот маленькая часть на 2000 крестиков. Но с учетом того, что я выходила за границы, осталось 1600. И, друзья, будет небольшая перемотка. Да, это радует. Ну, что хочется сказать. Тенистая часть вышивалась, как вы видели, очень легко и быстро. Здесь, конечно, стена посложнее будет, но не настолько сложная, как роскошные сочные листочки дуба. Да, было немного россыпи, но в основном вышивается несложно. Какие причудливые тени на стене. Готов еще один участок. Тот кадр был очень красивый, интересный, а этот еще более прекрасен. Вот такой результат на сегодняшний день. Как видите, друзья, к взращиванию на канве мощного дуба, который у христиан, напомню, является эмблемой Христа, добавилось строительство дома из больших песчано-белых каменных блоков. Именно у входа в дом происходит известное действие. Отмечу, что мне домовые участки в вышивке показались несколько проще, нежели участки с озеленением, да. Хотя сколько свежести и прохлады она принесла картине, помимо упомянутого выше символизма. Ну что, друзья, сказать, как и положено при вышивке многоцветки, присутствуют все ее признаки. Сплоченные группы крестиков и разобщенные, россыпь и единички. В итоге все выглядит достаточно натуралистично. Да, мне очень нравится эта работа. С удовольствием продолжаю движение к цели, к окончанию этой картины. Теперь осталось озвучить результат в цифрах. Вышито уже 84,3% картины. В крестиках это составляет 182 730. За прошедшие 2 недели мне удалось вышить 11 400 крестиков. И нам осталось всего 34 070. Вот так, по основному процессу все. Теперь перейдем к дополнительному. Но теперь уже точно. Спасибо этому дому. Идем к дому другому. А вот и другой. Привет, голубчик. Сейчас буду пытаться, не знаю, остается у меня 1,5 часа на вышивку. Хочу вышить именно шифер, крышу. Буду стараться. Посмотрим, как у меня получится. На этой работе, друзья, суровые строительные будни, не успев начаться, закончились. Приступила к ней вчера поздно вечером. Планировала, конечно, уделить этой картине 1,5 часа, но, как у нас говорят, не так сталося, як гадалося. Стала клонить в сон неудержимо, веки стали слипаться, хоть пальцами их держи. Вот так. И осилить мне удалось лишь 120 крестиков. Да, согласна, результат сурово требует желать лучшего. Требует, примем. Поэтому почитателям этой вышивки, друзья, обещаю приступить к ней незамедлительно. Завтра. И вышить полностью обозначенную область. Да-да, даже с выходом за границы этой области. Как бы там ни было, но вышито уже 30 770 крестиков. И осталось всего только вдуматься 315 680. С ума сойти. Да. Правда? Итак, достижения обозначены, результаты продемонстрированы. За 14 дней в общей сложности мне удалось вышить 11 520 крестиков. Впечатления озвучены.
Вот мы и подошли с вами, друзья, ко второй части видео. Спасибо за ваши просмотры, подписку, лайки и комментарии. Этим вы меня поддерживаете и вдохновляете на следующие выпуски. Итак, друзья, настраиваемся на нужный лад и отправляемся в путешествие по древнему миру. Юноша-фараон. Человечество любит тайны, особенно если эти тайны освящены большим количеством жертв. Известия о жертвах разносятся по всему миру и обрастают массой подробностей. Так было и в 1922 году, когда мир ахнул. Найдена неразграбленная гробница египетского фараона. Она была заполнена драгоценностями. После нескольких месяцев работ в гробнице в середине февраля 1923 года, когда была очищена только первая камера, к берегу Нила были отправлены 34 ящика с 700 драгоценными находками. Тем же путем, но в обратном направлении, эти предметы попали в долину 3000 лет назад в сопровождении торжественной похоронной процессии. Находки в гробнице поражали воображение. Мебель, посуда, одежда, обувь, украшения, оружие, даже запасы еды, саркофаг, маски-портреты царя, похороненного в гробнице, наконец, мумия. Но еще больше волновало обывателей то, что последовало за открытием. Смерти. Потревоженный фараон расправляется с посягнувшими на его покой. В течение нескольких лет скончались 17 из 19 присутствовавших при вскрытии гробницы. Теперь над всеми нависло проклятие фараона. Правда, пока оставался в живых самый главный творец открытия, английский археолог Говард Картер. Но это никого не смущало. Страх охватил Англию, писала одна из газет. Поводом для легенды о проклятии фараона послужила, вероятно, преждевременная смерть лорда Карнарвона, финансировавшего раскопки. Он умер от укуса москита после 3 недель тяжелой борьбы с болезнью. О том, что лорд много лет болел астмой, конечно, не написали. Сразу же после его смерти прозвучали слова о покарании богохульника. Вскоре появилось новое известие о жертве Тутанхамона, статья под заголовком «Месть фараона». А потом заговорили о 2-й, 3-й, 7-й, 19-й жертве. Об этой 19-й жертве говорилось в частности в телеграфной депеше из Лондона, датированной 21 февраля 1930 года и опубликованной в одной из немецких газет. Сегодня 78-летний лорд Вестбурн выбросился из окна своей квартиры в Лондоне и разбился насмерть. Сын лорда Вестбурна, который в свое время как секретарь известного археолога Картера принимал участие в раскопках гробницы Тутанхамона, в ноябре прошлого года был найден утром мертвым в своей постели, хотя вечером был совершенно здоров и не жаловался на недомогание. Причина его смерти так и не была точно установлена. Вскоре умер Арчибальд Дуглас Рейд, который собирался сделать рентгеновский снимок мумии. 21-я жертва фараона, египтолог Артур Вейгл, умер от неизвестного вида лихорадки. Потом сообщалось о смерти Мейса. Он вместе с Картером раскрывал погребальную камеру. В сообщении, правда, не упоминался тот факт, что Мейс был уже давно и серьезно болен. Преодолевая болезнь, он все-таки помогал Картеру, но вынужден был прекратить работу именно из-за болезни. Наконец, покончив с собой в состоянии сердечной депрессии, умирает сводный брат лорда Карнарвона. А в 1929 году от укуса какого-то насекомого умирает леди Карнарвон. К 1930 году из тех, кто принимал непосредственное участие в раскопках, в живых остается только Говард Картер. Вскоре газеты сообщили о смерти в Америке самого Картера. Правда, слухи о своей кончине он опроверг лично. Виды смерти
пронзят того, кто нарушит покой фараона. Газеты писали, что так звучит один из многих вариантов надписи, которую якобы нашли в гробнице Тутанхамона и назвали проклятием фараона. Пришлось вмешаться нескольким известным археологам, которых возмутили все эти газетные небылицы. Первым выступил сам Картер. Как исследователь, он, конечно, относился к своей работе с трепетом и чувством ответственности, но без мистического опасения или страха, которых жаждет падкая на сенсацию толпа. Он говорил о смехотворных выдумках и разновидностях обычных церковных историй, а затем переходил к существу самого вопроса. Во всех сообщениях утверждалось, что каждый, кто переступил порог гробницы, подвергает свою жизнь опасности. Абсурдность такого утверждения легко пояснить научно. Стерильность гробницы доказана путем специального исследования. Горько звучали его заключительные слова. В этой глупой болтовне поражает полное отсутствие элементарного понимания вещей. Мы, вероятно, совсем не так далеко продвинулись дорогой морального прогресса, как полагает большинство людей. В 1933 году выступил немецкий профессор Георг Штендер. Он обратил внимание на те сообщения, происхождение которых еще нужно было уточнить. Он утверждал, что оба Весбурна никоим образом не были связаны ни с гробницей, ни с мумией. И после целого ряда доказательств он привел решающий аргумент. Проклятие фараона вообще не существует. Оно никогда не было произнесено. Оно не содержится ни в одной надписи. Штейнер подтвердил то, что мимоходом заметил Картер. В египетском погребальном ритуале вообще не существует подобных проклятий. Он требует только проявлять к покойнику благоговение и уважение. Стремление же представить некоторые охранительные формулы заклинаний, которые встречаются на вещах в погребальных камерах, в качестве каких-то проклятий, нельзя расценивать иначе, как грубую фальсификацию, как прямое искажение их смысла. Эти формулы только должны были отпугивать врагов Осириса, покойника, в каком бы облике эти враги не появились. Однако слова выдающихся ученых не убедили падкую на сенсации публику. Поэтому даже спустя почти 100 лет после открытия Картера нет-нет, да и всплывет ужас проклятия фараонов. А на самом деле гораздо большего внимания заслуживала личность похороненного в гробнице фараона. Он не был великим завоевателем или реформатором, как его предшественники. Картер писал о нем: «Мы можем с уверенностью сказать только одно. Единственным и самым примечательным событием его жизни было то, что он умер и был похоронен». Тем не менее, вряд ли найдется человек, который не слышал бы его имени. Звали царя Тутанхамоном. Он правил с 1333 по 1323 года до нашей эры. Об отце Тутанхамона до сих пор идут споры среди египтологов. Одна из теорий говорит о том, что Тутанхамон был сыном Эхнатона. Согласно другой, Тутанхамон был сыном Аменхотепа III и, соответственно, братом Эхнатона. Однако второе маловероятно, так как известно, что Тутанхамон вступал на престол в очень юном возрасте, 8-9 лет, а Аменхотеп III умер за 16-18 лет до этого. Кроме того, противники этой теории приводят тот факт, что супруги Аменхотепа III, царицы Тии, к моменту рождения Тутанхамона должно было быть более 50 лет. Поэтому снижается вероятность того, что родила его она. Сторонники же этой теории говорят о том, что вовсе не обязательно, чтобы матерью Тутанхамона была Ти, ведь у Аменхотепа III помимо нее были и другие жены и наложницы. Вторая гипотеза строится на том, что Тутанхамон был сыном Эхнатона и одной из его второстепенных жен Кии,
которая носила титул «Великая возлюбленная супруга». А такой титул давался царицам, как правило, только в том случае, если они родили фараону наследника. Есть еще одна теория. Тутанхамон мог быть сыном недолго правившего после Эхнатона царя Сменхкара. В поддержку этой гипотезы говорит тот факт, что Эхнатон на позднем этапе своего правления назначил своим соправителем некую Нефер-Неферуатон. Вряд ли он назначил бы ее, если бы у него был сын и наследник. Тутанхамон таким образом мог быть сыном Сменхкара и Меритатон, одной из 6 дочей Эхнатона и Нефертити. Сменхкара появляется на исторической сцене на 14 году правления Эхнатона. Вероятно, что в это время ему дают в жены Меритатон. Как бы там ни было, но имя Тутанхамон до воцарения всегда сопровождалось эпитетом «царский сын», что косвенно может свидетельствовать о его кровном родстве с царской династией. Супругой Тутанхамона была Анхисемпамон. Анхисемпамон была дочерью Эхнатона и Нефертити. Исходя из того, какую из теорий о происхождении Тутанхамона считать верной, она была либо его тетей, либо сестрой, либо племянницей. В любом случае, столь близкое родство супругов не сулило их детям ничего хорошего. Египтологи полагают, что Анхисемпамон стала супругой Тутанхамона, когда ему было всего лишь 12 лет. Судя по всему, у божественных супругов было 2 дочери, однако обе они умерли в младенчестве. Их мумии были найдены в гробнице Тутанхамона. Антропологические исследования говорят о том, что высока вероятность того, что обе дочери супругов были рождены мертворожденными. Есть теория о том, что эти смерти – результат длительного кровосмешения, которое практиковалось царями 18-й династии. Фараоны, как правило, женились на своих близких родственницах, чтобы сохранить чистоту царской крови. Результатом этого стало полное вырождение династии. О личности мальчика-фараона мы можем судить по многочисленным портретам и рельефам на стенах его гробницы и по вещам, находившимся в ней. О событиях же его царствования почти ничего не известно. О своих деяниях по восстановлению культа Амона Тутанхамон написал на стеле, которая получила название «Реставрационная стела». В тексте говорится, что до него храмы были в забвении и запустении. Из-за ненадлежащего богослужения боги отвернулись от Египта, не помогали ни советам, ни в военном деле. Он же, Тутанхамон, еще до своего воцарения симпатизировал старым богам, а после восшествия на престол учредил и восстановил по всей египетской земле прежние культы. Кроме восстановления прежних религиозных культов, при Тутанхамоне активизировалась также и внешняя политика Египта. В поминальном храме фараона говорится о том, что он вел военные действия против нубийцев и азиатов. Как считают современные египтологи, войны вполне могли иметь место, только командовал ими, скорее всего, не юный царь, а военачальник Харимхеп. Несмотря на то, что гробница Тутанхамона дошла до нас неразграбленной, а может быть и благодаря этому, ее изучение ставит перед специалистами все больше и больше вопросов. Гробница чрезвычайно мала для божественной особы, и, как показали исследования Картера, строилась поспешно. Вероятно, никто не предполагал внезапной смерти царя. Похоронами Тутанхамона руководил визирь Эйи. Изучив останки венков и гирлянд, которые были возложены на гробы, археологи установили, Тутанхамон умер в середине апреля, конце мая. Именно тогда в Египте цветут васильки и созревают плоды мандрагора и паслена. Естественно, возникает вопрос, от чего умер Тутанхамон. Среди египтологов на этот счет существует несколько мнений. Среди версий о причинах его смерти – отравление, убийство или последствия плохо залеченной раны, полученной во время охоты. Очень долго исследователи полагали, что Тутанхамон умер в результате дворцового заговора.
И так как на трон взошел Эйе, именно его считали главным виновником смерти царя. Предполагалось, что царь умер в результате нанесения ему удара по затылочной части головы. Но еще Картер обратил внимание на то, что бальзамировщики слишком сильно умастили мумию Тутанхамона ароматическими смолами и благовониями. Видимо, это стало причиной того, что она плохо сохранилась. Ирония судьбы заключается в том, с горечью писал Картер, что мумии, которые побывали в руках грабителей и жрецов, сохранились лучше, чем эта нетронутая. Именно извлечение из замкнутого пространства саркофагов спасло мумию от разъедающего действия ароматических смол. А отсутствие части костей черепа из-за воздействия смол и послужило основанием для утверждения о том, что фараон получил сильный удар по голове. Детальное изучение мумий стало возможным только в последние годы. Египетские власти уже почти 100 лет не разрешают скрывать мумии для их исследования. Однако современные технологии и компьютерная томография изменили ситуацию. В 2005 году было проведено исследование мумии царя, которое не выявило никаких свидетельств насильственной смерти. Родилась новая гипотеза. Было высказано предположение, что фараон умер от инфекции, которая могла попасть в организм через рану, обнаруженную на бедре. Исследователи уверены, что сама травма была не опасна для жизни, поэтому сходятся на том, что была занесена какая-то инфекция. Однако некоторые египтологи не согласились с этим предположением, так как существует вероятность того, что то, что считается раной, всего лишь повреждение мумии, которое произошло уже после смерти царя. По крайней мере, теперь точно известно, что причиной смерти Тутанхамона было не убийство. Дальнейшие исследования позволили еще больше приоткрыть завесу тайны над жизнью самого знаменитого фараона. Тутанхамон всю жизнь ходил с палкой и страдал целым рядом наследственных заболеваний. Таковы результаты генетической экспертизы, опубликованной в Каире. Ученым удалось расшифровать ДНК фараона. Жизнь юноши фараона, судя по всему, была не очень завидной. Неограниченная власть, богатство, десятки титулов и статус бога на земле – все это неважно, когда почти беспрерывно болеешь, хромаешь, ходишь с палкой как старик, да еще и имеешь волчью пасть. Здоровье фараона было весьма слабым, он страдал болезнью Келлера. У него был некроз, отмирание тканей, он был косолапым, пальцы на ногах были вздутыми. Он не мог нормально ходить из-за сильной боли. В его гробнице нашли 130 палок, которые он использовал при ходьбе. Рассказал о жизни фараона главный археолог Египта Захи Хавас. Умер Тутанхамон, как выяснилось, от малярии. Прошло 33 века, а следы болезней и бактерий остались. Родители фараона, как считают ученые, были близкими родственниками, чуть ли не братом и сестрой. Как мы помним, это было обычной практикой в царских семьях Египта. Отсюда и все недуги юного правителя. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.